Враг закрепился в нашем тылу на немецком заводе, и в попытках его отбить мы потеряли Т-44 и Химарса. Если вы ищете добровольца, то я готов выполнить эту задачу и глазом не моргнув. Но без меня ты никуда не отправишься. Согласен. В последней битве вы проявили себя как слаженная команда, и на эту миссию вы пойдете вместе. Враг наверняка поврежден и зализывает раны. Поторопитесь и нанесите ему сокрушительный удар. Твоя задача обеспечить этому заводу полную безопасность. Как только монстра поставят в строй, вы вместе перейдете в наступление. Даже мышь не пройдет, когда на страже Ваффентрагер. Ничегошеньки не вижу, держи ухо востро, здесь может быть засада. Враг не заставил ждать, нужно их отогнать. Стоп, машина! Это засада! Полный назад! Ваффентрагер вступил в сражение. Помоги ему. Правильно, уносите ноги, здесь вам не пройти. Ну вот мы и на месте, задача выполнена. Не могу поверить своим глазам. Они что, полностью восстановлены? Как такое возможно? Они стояли на захваченном заводе, уже прошедший ремонт. Скорее всего, их планировали демонизировать, но мы подоспели раньше. Демоны к успеху шли, но не повезло, не фартануло. Но это будет непросто. Проект не из легких, ты же сам понимаешь. Запас времени у нас есть, инициатива на фронте в наших руках, так что строгих таймлайнов у вас нету. Что здесь произошло и почему Франкенштейн в таком виде? Враг нанес внезапный рейдовый удар, уничтожил Франкенштейна и забрал наши трофеи. И трофеи забрали? Ну это полная фиаско, братан. Они обыграли нас как детишек. Нам нужно больше алмазных бронепластин. Монстра таких размеров мы еще не улучшали. Долгих 2 недели мы без устали трудились, чтобы изготовить огромное количество бронепластин. И наконец-то мы готовы начинать монтаж брони. Приступайте! Это самый затратный наш проект. На него ушли все запасы алмазов. Наконец-то мы готовы собрать его воедино. Приступайте, инженеры! Сюрприз, сюрприз, ватники! Ну что, не ждали? Сдавайтесь, это ваш последний шанс! Братцы, живо отступайте! Это адский Дориан! Я постараюсь его остановить в одиночку! Это моя битва! А ты еще что за вундервафля? Ctrl-C, Ctrl-V. Советский профессор реально тронулся умом. Я будущая легенда, народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, танк признанный, известный, авторитетный. Меня зовут КВ-54. Ничего не понятно, но очень интересно. Даю народному артисту право первого удара. Это будет мульти-ультра-удар.
станешь легендой, которую уничтожили в первой схватке. Почему вы меня вызвали? Что за срочность? Началась битва, которую без тебя мы не вывезем. Тащите мой трофей прямиком в ад. Левиафан будет в восторге. Вскоре с Японией будет покончено. Основной свой козырь они потеряли. Какие же наши враги глупцы! Сражаясь против орды Левиафана в одиночку, им никогда не победить. А вы, демоны, все никак не начнете уважать своего врага, ничему не учитесь. США и СССР стоят горой за своих союзников, и отныне вы одни в этой войне, демоны. Давид, СССР и США сражаются на стороне Японии? Отступайте, парни! Вернемся в другой раз! У меня нету быка! Это должны увидеть профессоры. Я надеюсь, мои солдаты доказали свою верность уговору. Так точно. Ты заверил меня, что готов пойти на все ради уничтожения Левиафана и его армии. Ямамото храбро сражался, настоящий самурай. Но враг еще вернется, и мы должны быть готовы к новой схватке. Силы Японии разбиты в щент, но есть одно но. США и СССР отныне на их стороне. Этого и стоило ожидать. Враги объединяются против нашей орды. Самое время начать подготовку к следующей атаке демонов и наконец-то заменить катапульту на пушку. Я никогда не гонялся за калибром. Мне главное пробитие. Учтите мои пожелания. Это корабельное орудие отлично подойдет для пробития любой брони. Спасибо, это как раз то, что мне нужно. Сверхзвуковой снаряд, выпущенный этим орудием, прошибет любую броню. Это была последняя ядерная бомба, и больше их производить мы не будем. У меня есть некая идея по твоей прокачке. Твой чертеж придется полностью изменить. Больше всего на свете я хочу получить мощную броню и стать танком-крепостью, как КВ-44 в свое время. Дай мне время на создание проекта, и ты будешь поражен результатом. Метра литой стали, это вам не мелочь по карманам тырить. Орудия должны смотреть на все 360 градусов. Владыка, все модули готовы, и мы можем приступать к сборке крепости. Начинайте, фронт требует новых сил. С возвращением, пельмень! Отныне я не пельмень, я крепость. Настало время испытать мою броню
и поджарить несколько гигантов. И как они только успели восстановиться после такой тяжелой схватки, я этого не ожидал. В лоб мы не пройдем, враг контролирует все подходы к заводу. Но наши шансы на прорыв ниже с каждой минутой. Нельзя медлить. Тогда разделимся и зайдем врагу по флангам. Нужно поторопиться, пока враг не запросил подмогу. Получили, ватники. Еще не скоро сюда сунутся. Ну и где обещанная мне битва? Где враги? Я заставил их отступить. Не дадим им шанса на передышку. Нужно их дожимать прямо сейчас. Хорошая погода для битвы, не правда ли? Сейчас не лучшее время для пустых разговоров. Где-то рядом шастают враги. Пожалуйста, будь начеку. Вижу движение впереди, не могу нормально разглядеть. Подпустим ближе или открываем огонь. У нас хорошая броня, нам выгоднее ближний бой. Пустая болтовня? Держи язык за зубами, чушпан. Как ты меня назвал? Чушпан? Сам ты чушпан. Отличная дистанция для залпа. Ты готов? Так точно, накроем их градом огня. Это будет жаркая битва. Как думаешь, смогут наши одолеть ватников? Я готов поставить 100 литров дизеля на наших. Что скажешь? Ставлю 50 литров, что вернется лишь в Афентраге. Ну что, инженеры, у нас достаточно ресурсов для починки Франкенштейна? Стали в этих землях, как из рога изобилия, безмерное количество. Я же говорил, что эти земли — это ключ к захвату всего мира танков. Тащите Франкенштейна в мастерскую. У меня есть одна чертовски хорошая идея по его прокачке. Да, я реваншист, и ничего не могу с этим поделать. Не могу я просто так взять и оставить зимний биом демона. Это может быть ловушкой. Мы не можем рисковать таким ценным воином, как ты. С ресурсами зимнего биома они просто сотрут нас в порошок. Отремонтируйте башню и кузов. Все дополнительные орудия демонтируйте. Я объявляю начало эпохи крупных калибров и больших пушек. Это выглядит великолепно. Все согласно чертежам. Просто глаз радуется. С такими орудиями он способен уничтожить даже астероид, летящий на нашу планету. Этот час настал. Мой сильнейший проект 2023 скоро сойдет с конвейера. Как говорится, подарочек на Новый год. Приступайте к сборке. Удивительно, какая здесь тишь-то гладь, да божья благодать. Меня же в срочном порядке отправили остановить вражеский прорыв, но врагов я в упор не вижу, чую неладное. Вот это я понимаю сервис. Посреди поля развернули целую станцию техобслуживания.
Не забудьте смазать мои гусеницы. Последнее время они жутко скрипят. Иначе 5 звезд вам не видать как собственных снарядов. Всех, у кого меньше 5 звезд в отзывах, Левиафан отправляет на переплавку, так что мы сделаем все, как ты пожелаешь. А вот, кажись, и мой оппонент, и он решил основательно подготовиться к битве, пройдя полевой ремонт. Спасибо, инженеры, а теперь уносите ноги, сейчас здесь будет жарко. Лови болванку, оккупант. А пушечка-то у тебя косая, а у меня точная. Ну, что теперь скажешь? Моя броня тебе не по зубам. Броня не по зубам. Казенник твоего орудия разлетелся в щепки, больше ты не сможешь выстрелить, и можно сказать, я взял тебя тепленьким. Я поручил Шерману провести ревизию нашей линии обороны. Вскоре мы будем готовы к отражению вражеской навалы. Ямамото все еще находится за линией обороны в серой зоне. Что прикажете с ним делать? Я постараюсь поставить его в строй, если тебе удастся эвакуировать его с поля битвы. Наш враг морально подавлен после потери своего главного гиганта Ямамото, и наша основная задача – не дать ему восстановиться. Мы собрали отряд лучших штурмовиков, и они создадут для тебя надежное прикрытие и дадут разведданные. Твоя же задача, крепость – это уничтожение Давида и Ратте. Мы превратим армию врага в металлолом. Ты сдержал слово, Ратте, а теперь возвращайся на позиции. Мы тем временем займемся его восстановлением. Этого монстра нужно улучшить и немного прокачать его бронирование. Я уже разработал чертеж, лучше бронирования просто не придумаешь. Мы потратили много сил на его ремонт, но результат нас удивит. Наша задача сильно сблизиться, игнорируя огонь противника, так что поднажми. Противник идет на прорыв, броня у них прочная, как будем действовать? Они хотят ближний бой, они его и получат. Бей шквальным огнем, нужно снести их бронепластины. Капут, а моей брони больше нету, она разлетелась в щепки. Что делать будем? Не сбавляй обороты, мы уже близко. А теперь, когда брони нету, настало время нанести точный удар. Вот блин, мой план не сработал, уношу ноги.
Забираю свои слова обратно. Ты не чушпан и знаешь, как правильно побеждать в битвах. Одного затрофеили, но второму удалось сбежать. Эта битва еще не закончена. Ты, кстати, тоже не лыком шит. Ловко ты снес броню этому ватнику. Время возвращаться на завод. Все пропало, во всем моя вина, это полная фиаско, миссия провалена. Успокойся, воин, разведка уже все мне доложила. Мы немного наберемся сил и нанесем еще один сокрушительный удар, а пока что тебе нужен отдых. Ты смотри, они оба вернулись. Кто-то проспорил 50 литров дизеля. Доложите Левиафану, что в этой битве мы победили, а для вас, инженеры, есть работа. Этого гиганта они придут спасать, так что начинаем подготовку к обороне. Я, конечно, слышал, что советский профессор сошел с ума, но не думал, что настолько. Похоже, в действительности у него все плохо с идеями, раз он строит таких чудищ. Ремонт здесь нужен несложный, так что восстановите его, демонтируйте все дополнительные башни и ждите моих приказов. Мы сделаем из этого КВ-54 настоящего троянского коня. Для этого нам понадобится очень много боеприпасов всех типов и видов. Начинайте производство. Отлично, а внутри он будет заполнен порохом. Вскоре мы начнем его начинку. Не хватает еще парочки бомбочек, и наш троянский танк будет полностью снаряжен взрывчаткой. Голос мы тебе не меняли, сойдешь за своего. Твоя задача доставить подарочки нашим врагам. По твоему приказу, МС-1, мы собрали всех наших воинов и готовы начать обговор стратегии. Здравия желаю, мои дорогие товарищи. Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Вражеское вторжение в наши земли продолжается и не затихает ни на минуту. Мне нужно собрать отряд во главе с булыжником. Отряд для контрнаступления, который зачистит наш зимний биом. Спасибо, что прислушались ко мне. Вытесним врага из нашей земли. Обустраивайтесь, берсерки, и угрызайтесь в этот клочок земли. Здесь вам придется стоять до последнего, ни шагу назад. Сталь и ресурсы этих земель очень необходимы нам и нашему врагу для одержания победы. Любая попытка нашего врага отбить эти земли будет пресечена. Даю слово, что никто не покинет эти позиции, ни шагу назад. Мы на территории врага. Уничтожайте все на своем пути. Союзников здесь нету. Вижу впереди опорный пункт врага. Стоп, колонна. Перед началом прорыва нужно обработать их позиции и размягчить оборону. Я этим займусь. Прикройте свои уши. Враг утюжит нас из артиллерии. Не покидаем позиции, стоим как стена. Они даже не сдвинулись с места. Давай еще залп.
Стоять в глухой обороне плохая идея. Начинаем контрудар. Мы их забайтили. Начинаем встречный бой. Я недавно видел наших гигантов и хочу вам сказать, парни, что нам есть на кого положиться. Я таких калибров отродясь не видел. Я как-то проходил ремонт вместе с Ямамото и увидел его пушку. Калибр там огромный, он уничтожит любого противника. Но расслабляться нам все равно не стоит. Задача не допустить внезапного удара, так что глядите в оба. Армия у нас что надо, боевой дух на высоте, так держать. Масштабнее сражения этот мир танков еще не видел. А вот и первая волна. Доложите в штаб, что врагов много, но гигантов не обнаружено. Бойцы с первой линии обороны доложили, что вторжение началось. Первыми идут пешки, гигантов пока не видать. Как только появятся гиганты, вы вступите в бой. Вы слышали приказ? Все враги, кроме гигантов, это наша забота. Так что остановим вражескую навалу. Начинаем ответный огонь. Нам поручено пробить брешь в обороне противника. Не падайте духом, мы неплохо держимся. Владыка, вы только посмотрите, кого я захватил. Думаю, он сможет многое нам рассказать. Ты что, притащил в мои владения целого советского монстра? Да как ты можешь так рисковать? Не волнуйтесь, мой повелитель, я не настолько легкомысленен, он не боеспособен. Я уничтожил его механизм ведения огня прямым попаданием в ствол. А ты молодец, я такой тактики еще не встречал. Начнем его допрос. Какова численность ваших гигантов в составе советской армии? Достаточно, чтобы превратить твою орду в порошок. Ты ничего от меня не узнаешь. После этого ты точно заговоришь, Карасик. Карл, твой выход. Я буду молчать как рыба, а моя алмазная броня защитит меня от ваших методов. Я думаю, что заслужил прокачку своими успешными битвами. Что скажешь, Левиафан? У меня нету на тебя времени. Я все еще не выбил никакой полезной информации из того ватника. Постарайся найти время, владыка. Ты же не хочешь меня разочаровать? Я распоряжусь прошерстить склад. Полагаю, мы найдем для тебя какие-то плюшки. Нашли вот такую шайтан-трубу. Что скажешь? Будем устанавливать. А меня не разорвет? Ну давай попробуем. На каком из этапов постройка нашей линии обороны? Бригадир, линия обороны Левиафана уже практически оснащена и ожидает заполнения личным составом. И как она устроена, поведаешь?
Первыми врага встретят наши инженерные сооружения, минные поля, бетонные конструкции и противотанковые ежи. Дальше последует первая линия обороны, но она также хорошо оснащена. За ней идет вторая. Бетонные укрытия защитят наших берсерков как следует. Ну и последними идут арт-установки. Они огневым валом остановят врага. Мы сможем поставить этого гиганта в строй самостоятельно, без помощи Левиафана. Приложим все усилия и ресурсы для этого. Можешь на нас положиться, Ваффентрагер. Как ваши успехи, инженеры? Все модули готовы к установке. А это еще что такое? Места для боекомплекта внутри не осталось? Ради огневой мощи приходится чем-то жертвовать, брат. Значит так, КВ, слушай меня внимательно. План будет таков. Для большей правдоподобности я заспавню тебя в тундре, где твое появление не будет обнаружено. Затем ты последуешь до ближайшего военного объекта врага и устрою бадабум. Да нет же, разява, слушай внимательно. На объекте заговори с солдатами и спроси дорогу к заводу. Твоя задача вешать лапшу на каждом блокпосту, а бадабум ты устроишь на их заводе, уничтожив профессора. Вешать лапшу и взорвать завод. Так точно. Это что, КВ-54? Солдаты, добрый день. Я советский монстр КВ-54. Возвращаюсь на завод после большой битвы. Не подскажете мне дорогу? А где твои башни подевались? А зачем мне башни? Смотрите, сколько трофеев я захватил. Стоять, боец! Кто ты? Куда движешься? Доброго утречка, соотечественники. Я КВ-54. Меня создал МС-1 на центральном заводе 20 марта 1950 года. Достаточно. Нам не интересна твоя биография. Куда везешь этот груз? И что это у тебя тикает? Везу трофеи на основной советский завод. Тикает? Тикает майнинг-ферма. Я занялся криптовалютой. Есть такая монета, Сталин-коин. Слыхали? Какой-то он чудной. Доложи о нем и пускай едет. Ну и трофеев ты притащил. Тогда открывайте ворота. Я завезу подарочки прямо внутрь. Ты что, забыл? У нас нету склада внутри. Инженеры разгрузят тебя прямиком здесь. Ребята, плохие новости. Эти 1000 тонн взрывчатки — это не наш КВ-54. Это что-то иное. Видимо, у врага неплохая оборона, раз мы положили так много войск для прорыва первой линии. Даем еще один залп и сразу же отступаем. Ответным огнем нас уничтожат, если не покинем позиции. Похоже, первую линию мы так и не пробили. Как всегда, всю сложную работу выполняют гиганты. Ну
вот теперь линия полностью прорвана. Осталось уничтожить вражеских монстров. Гигант Левиафана вступил в бой. Нас выход, парни. Покажем врагу, где раки зимуют. А вот и мои оппоненты. Что-то их очень много. Ну пускай попытаются меня пробить. Да как демоны смеют использовать советский камуфляж? Я хочу его заваншотить. С виду самый крупный, но все равно меня не пробил. У вас нету шансов. Давид, ты его даже не пробил. Из чего же он сделан? Такими успехами вы скоро мне всю краску исцарапаете. Бегите, пока не поздно.